Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Продолжая наш разговор на тему секса и сексуальности, все части которого собраны в специальный плейлист, ссылка на который должна появиться сейчас в углу экрана, сегодня обратимся к вопросу подросткового секса. Тут и есть о чем поговорить. Не секрет, что внешние для подростков системы, такие как родители и школы, в вопросах подросткового секса занимают жесткую запретительную позицию. И по сути все, что связано с сексом подростков, попадает в категорию «нет, этого не должно быть никогда». Отношение к подросткам исключительно как к детям, которые ничего не понимают и не могут понять о себе, своем теле, своих желаниях, является принципиальной ошибкой как родительских систем, так и школ. Ведь именно запретительная стратегия ведет к отсутствию качественного информирования и маргинализации секса как результат. Подростки не только могут заниматься сексом и не просто имеют право на это, но и особенности физического и психического развития предписывают им заниматься сексом, интересоваться данной темой и получать первый опыт в ней. Школы объективно вообще не хотят нести какую-либо ответственность за учеников вне вопросов преподавания. Родители опасаются, например, ранних беременностей и всяческих заболеваний. Общество в целом смотрит на подростков как на тех, кто не способен делать выборы и принимать за себя какие-либо решения. Понять-то все эти позиции можно, и запреты создают удобную иллюзию контроля и позволяют более или менее успокоиться. Однако проблемы, связанные с подростковым сексом, не только не снижаются, но и год от года обостряются. Подростки, чей ведущий вид деятельности – общение со сверстниками, в отсутствии структурированной информации о сексе и сексуальности со стороны взрослых, ищут ответы сами, зачастую делая это не самыми безопасными для себя способами. Таким образом, то, чего боятся родители и школы, происходит именно потому, что вместо диалога была выбрана стратегия запретов и порицания секса. Современные подростки в силу объективных социально-экономических и цивилизационных процессов подвергаются сильнейшему давлению и стрессу. Последнее десятилетие такое всестороннее давление достигло просто исторического максимума. И по сути у многих подростков уже к 14-15 годам возникает сильнейший экзистенциальный кризис, хотя у них еще опыта решения задач развития, адаптации толком, собственно, и не было. В тоталитарных диктатурах или в устойчивых демократиях современные подростки оказываются в ситуации неопределенности и изолированности. Вот они смотрят в зеркало, видят себя, но не понимают, что им с собой делать. Потому что родители, школы и общество от них постоянно чего-то требуют, но при этом запрещают любую инициативу, в том числе по отношению к познанию своего тела. Но жить в таких условиях и взрослому человеку будет непросто, а подростку, чья суть должна быть в исследовательской активности, тем более невыносимо. И следствием этого давления, запретов и противоречий является неведанный прежде рост психических расстройств среди подростков, рост количества суицидов, зависимостей и подобного поведения. И одним из ключевых проблемных аспектов является вопрос секса и сексуальности. И пока взрослые боятся говорить с подростками о сексе, пока пытаются его запретить, проблемы эти будут лишь усугубляться. В заключение скажу, подростки имеют право на телесность, на информацию о сексе и сексуальности. Они имеют право заниматься сексом по обоюдному согласию. Задача любой внешней системы – создать безопасные условия для подростков, информировать их, причем делать это не предвзято, не через запреты, а через диалог. Подростки – это уже не дети, к ним нужен иной подход, основанный на разговорах и переговорах. Здоровье начинается с получения знаний и опыта на основе этих знаний. Большинству подростков в любом случае не с кем заниматься сексом, поэтому во многом их интерес будет ограничиваться лишь информацией. Но вот если информации не будет, но будут запреты, тогда любознательность будет толкать их к переходу сразу к получению опыта. Я затронул сложный комплексный вопрос, простого ответа на него нет.
Однако как самим подросткам, так и родителям, и школам тоже имеет смысл понимать, что для диалогов о сексе и сексуальности нужно привлекать специалистов, в частности психологов, которые могут и умеют работать с темой секса и сексуальности. Затраты на обращение к специалисту окажутся инвестициями в здоровье, которые априори более эффективны, чем запреты и порицания. Здоровая сексуальность начинается со здорового диалога о ней. В подростковом возрасте начать этот диалог – наиболее подходящее время, когда можно избежать получения негативного опыта, опыта насилия в том числе, когда можно гораздо раньше и лучше понять себя, свое тело и свои потребности. А на этом будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, в частности, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю как и умею работать с данной темой. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всем всего наилучшего и говорю до встречи!